ошибок при установке мотокамеры на моноколесо. Друзья, рад приветствовать вас на канале, где мы общаемся на моноколесную тему и около моноколесную тему. В одном из прошлых видеороликов я довольно детально рассказывал о том, как сэкономить свои средства и установить на ваше моноколесо мотокамеру с прямым ниппелем. Это единственное отличие от моноколесных камер. Посмотрите небольшой 10-секундный фрагмент с этого видеоролика. Но какое мое удивление, когда я примерил, примерил одежку на колесо, новую камеру приложил, честно говоря, как-то оно не по размерчику такое, знаете, оверсайз для колеса, новая камера. И теперь в продолжении к этому видеоролику, а как вы уже поняли, в нем тема шла о том, что на тот момент, когда я впервые с этим столкнулся, камеру, которую я купил 18:3, она по факту оказалась мотокамера, по факту оказалась оверсайз с моим колесом. Как говорят, скупой платит дважды, а жлоб трижды. И чтобы вы не были на моем месте, потому что я заплатил по сути 2 раза, чтобы вы учились на чужих ошибках, а не на своих, я как раз и решил записать этот видос о том, почему лучше и важно лишний раз уточнить в чате моноколесников интересующий вас вопрос или у более опытных райдеров. Итак, если мы пытаемся запихнуть, если даже у нас это получается, большую по диаметру камеру не в родную покрышку, то есть в моем случае оно было намного больше, то образуются вот такие вот складки, так сказать. И правильно многие, несколько человек писали еще в прошлом видеоролике, что слушай, чувак, у тебя там будет зажеванная резина, будет жвачка. Да, все правильно, вы были правы, все действительно так и получилось. И вот по этой складке как раз и образуются, какие-то мозоли, перетертости. То есть это не проколы. То есть вместе вот такого сминания камеры, она просто физически не помещается в покрышку. В местах вот сминания по окружности, в одном, во втором, в третьем, в четвертом месте постепенно из-за давления, которое вы накачиваете, образуются такие вот протертости, я даже не знаю, как сказать. И в одном из таких мест вот как раз оно и начало спускать. Может быть, кто не знает, но у меня на колесе установлены пластины, и поэтому мы не ищем легких путей. Я решил просто заклеить, не разбирая колесо, потому что пластины находятся под аккумулятором, болты нужно все разбирать, снимать аккумулятор, а потом только снимать пластины. И как следствие камера зацепилась за какую-то из этих болтов, за гайку, и вот был прорезь. Но несмотря на это, в принципе, все равно я заклеил латкой велосипедной, в принципе, она всегда держалась. И буквально на следующее утро снова где-то что-то начало спускать. Начало спускать опять, потому что вот это колесо, когда я пытаюсь найти место пробоя, я его кручу-верчу, и внутри оно цепляет за выступающие части болта от пластин. Ну и возвращаемся, собственно, к основному тезису этого видеоролика. Покупайте правильные камеры, мотокамеры. Если вы покупаете мотокамеру, то на 18 XL это должна быть 14 диаметр. В моем случае прямой ниппель, 14 диаметр. Иногда тройка шириной имеет вот такие вот обозначения, как 90/90. И она раскачивается даже до 3,5. По факту вы видите разницу. Меньшая камера это 90/90, это тройка шириной на 14 диаметр. И вот это ту камеру, которую я ошибочно приобрел и установил. Вроде бы как визуально тройка на 18 колесо, но по факту оно, как я уже говорил, оверсайз, из-за чего появляются вот эти все проблемы с зажевыванием резины. Не делайте ошибок. Какой вывод можно сделать из всей этой ситуации? Значит, 3 пункта. Первый пункт. Размер мотокамеры не соответствует размеру монокамеры. Я не знаю там нюансов, мне ребята шиномонтажа пытались объяснить, где-то меряется по внутреннему радиусу обода, где-то по внешнему радиусу обода. В общем, не суть. Лучше этот момент уточняйте.
Второй момент. Мотокамеру можно установить на моноколесо. Прямой ниппель вообще никакое не имеет значения, его можно утопить, как я уже об этом рассказывал. Третье. Касательно ваших вопросов, а что будет, если наехать этим местом, там где ниппель утоплен, на бордюр? Когда будет, тогда и проверим. Тот факт, что я уже проехал не одну сотню километров на мотокамере, абсолютно никаких проблем нету. Поэтому учитывайте нюанс размера, устанавливайте на моноколеса, и будет всем счастье. Не перестаю повторять, что каждый ваш коммент, каждый ваш палец вверх, обратная связь дает стимул для того, чтобы записывать новые видосы. Если вам тематика моноколес не интересна, можете не подписываться на канал. Остальным буду всегда рад. С вами был Паша Кломик. До новых встреч в новых видосах. Всем пока.